Всем привет и добро пожаловать! Я Наташа. А я Катя, и это подкаст для тех, кто изучает русский язык. Возможно, многие из вас удивились, когда увидели новый выпуск нашего подкаста, потому что многие могли подумать, ну это несерьезно, ну зачем обсуждать каких-то скандальных людей? Но мы, как преподаватели русского языка для иностранцев, точно знаем, что изучение языка тесно связано с культурой. И вот этот культурный фонд носителей языка, он строится на многих аспектах. Например, на сказках и мультфильмах, на которых вырос носитель, или на истории и культуре, литературе, которую он изучал в школе. Ну и также на тех личностях, о которых часто говорят в информационном поле носителя. И поверьте нам, об этих людях, которых мы будем обсуждать сегодня, действительно часто говорят. Да, и мы не говорим, что нужно их обязательно знать. Многие из них являются спорными персонами, и часто их поведение и их слова, то, что они говорят, часто вызывает споры и дискуссии. Но мы уверены, что после этого выпуска вам будет легче понять носителей, то, о чем они говорят, что они обсуждают, а также, что немаловажно, вам будет легче понять юмор в интернете. Потому что многие сегодня живут мемами, живут шутками из интернета. И многие шутки вы просто не сможете понять, если вы не знаете всю историю, если вы не знакомы конкретно с этим персонажем. Мгм, да. И еще в сегодняшнем выпуске мы будем иногда вставлять фрагменты из видео с этими людьми. Поэтому, если вы нас слушаете, то не удивляйтесь, если услышите какие-то новые незнакомые голоса в аудио. Ну, давай сразу пригласим тогда наших слушателей на YouTube, потому что на YouTube у нас есть не только подкаст, но и видео-подкаст. И да, здесь вы можете видеть какую-то графику, картинки и видео, как сегодня, а также здесь доступны субтитры, что очень и очень удобно. Мгм. Да. Ну и начнем наш выпуск с легенды. Наверное, многие из вас уже слышали это имя раньше, потому что оно очень известно и в России, и за пределами страны. Это имя Владимир Жириновский. Сейчас Жириновского уже нет в живых, но его имя действительно известно почти каждому человеку в России. Он был основателем политической партии ЛДПР, а также депутатом Государственной Думы Российской Федерации. Чем же он известен? Ну, как мы обычно представляем политиков, да, скучные, серьезные люди, спокойные голоса, монотонно говорят о скучных вещах. И все это не про Жириновского. Все знают его из-за его манеры общения. Он прямолинейный, он грубый и он очень громкий. Давайте послушаем несколько его мемных фраз. Я отвечаю здесь, вам молчать нужно сидеть. Все, вопрос задали, я отвечаю так, как я считаю нужным. Я должен дать время. Такой, какой я есть, я уже сказал. В этом моя прелесть. Кому не нравится, до свидания, чемодан, вокзал, Интересно, что после его смерти уже люди начали замечать, что многое из того, что он говорил, на самом деле имело смысл. Многие называют его умным, дальновидным политиком, и многие из его предсказаний на сегодняшний день уже сбылись. Интересно. Я думаю, что его предсказания сбылись.
просто потому что он действительно очень много говорил. И если ты высказываешься по каждому поводу и очень-очень много говоришь, когда-нибудь ты попадешь в правду, когда-нибудь это сбудется. Следующий человек, имя которого известно многим в России, это Юрий Дудь. Юрий Дудь — это журналист и основатель YouTube-канала «Вдудь», в котором он проводит интервью с разными знаменитыми людьми. Конечно, он был не первым, кто начал проводить интервью, но он стал популярен из-за своей провокационной манеры, как он вел интервью. В них он часто задавал провокационные вопросы, например, о финансах, о заработке, о деньгах, в общем, о темах, которые обычно считаются неприличными. Сейчас в Российской Федерации Юрий Дудь считается инагентом, то есть человеком в специальном списке, который не очень принимается в государстве. Давайте посмотрим несколько видео примеров того, как Юрий Дудь ведет свои интервью. У нас мы очень часто и всех спрашиваем про бабло, поэтому я должен спросить, сколько вся челюсть в итоге тебе обошлась? Сколько у тебя было девушек? Много. Сколько? Сотня? Ну, я не хочу Сотни. говорить число, честно. Юрий Дудь буквально произвел революцию в сфере российских интервью-каналов, так как всегда вел беседу динамично и прямо, то есть прямолинейно. Но помимо интервью он также выступил автором некоторых документальных фильмов на острые социальные темы. Например, документальные фильмы про ВИЧ-инфекцию, а также про трагедию в Беслане. Следующее имя стало особенно популярным в интернете как раз после интервью с Юрием Дудем. Это имя Олег Тиньков. Олег Тиньков — это бизнесмен и основатель Тинькофф банка. И этот банк стал первым банком в России с дистанционным обслуживанием. То есть у банка не было и нет, я думаю, физического офиса, в который можно просто прийти, как к этому привыкли люди. Мгм. Я помню, когда банк только стал популярным, как в моем окружении многие люди говорили, какой это классный банк, как там все быстро работает, какой там большой кэшбэк. Да, я тоже восхищалась работой этого банка в свое время, потому что все было очень удобно, все было новым. Это какой-то действительно новый опыт. И это первый банк, если я не ошибаюсь, который сделал кэшбэк за покупки, но, по крайней мере, сделал это удобным, а также сделал удобными инвестиции. То есть он показал, что можно просто со своего телефона инвестировать какие-то деньги и получать какие-то проценты. Конечно, не миллионы, но все равно это намного удобнее, чем это было раньше. Да, Тинькофф также известен своим скандалом, связанным с мошенничеством в США, но потом он урегулировал эту ситуацию. Но также он стал известен из-за своего конфликта с правительством России, которое он критиковал. И в России сейчас он также является инагентом, да, человеком в специальном списке. И после этого интервью, которое он дал Юрию Дудю, где он жестко и прямо критиковал правительство России и говорил о проблемах, которые у него были, когда он жил в России, он действительно стал такой популярной фигурой в интернете. И благодаря этому видео мы, люди, получили множество мемов. Да. Давайте посмотрим несколько из них. Это было не просто смело, это было пи***ц как смело. Я ошибся. Я могу один раз ошибиться. Мне можно это простить? Я это не понимаю. Мне это не интересно. Вот мне лично это не интересно. За других сказать не могу. Круто! Да это ж круто! Давай теперь поговорим о таком комедийном персонаже.
И это Прохор Шаляпин. Нужно сказать, что у Прохора было две волны популярности. В начале своей карьеры певца и артиста он прославился тем, что был в отношениях с женщинами намного старше его. И из-за этого в видео с ним всегда много шуток на тему того, что он любит бабушек. Мгм. Да, и вторая волна популярности случилась совсем недавно. Прохор покорил сердца многих людей своей прямолинейностью и тем, что он свободно говорит о многих проблемах в стране и в жизни людей. И у него очень развита самоирония, то есть он не стесняется говорить о своих желаниях, о своих минусах, он над ними смеется. И вообще он создает такой образ, который очень нравится людям. Что это за образ? Он показывает роскошную жизнь и свою любовь к роскошной жизни, то есть это отели, курорты, дорогие вещи, и при этом часто говорит о том, какой он ленивый и как он не хочет работать. Ну и, конечно, многие люди с ним согласны, и многие люди поддерживают его мнение. Давайте послушаем отрывок из его видео. У меня начинает болеть голова, если я понимаю, что от меня что-то надо, что мне надо работать, идти куда-то, я начинаю прям, знаешь, хандрить, вот, правда. Как только я понимаю, что ничего от меня не надо, я выдыхаю, мне силы появляются, жизненная энергия. Вот нас воспитывают с детства, что мы должны для кого-то жить свою жизнь. Чтобы что? Чтобы соседи, там, родственники не подумали. Да пусть думают, пусть даже говорят, мне просто плевать, главное, чтобы мне было хорошо. Понимаете, вот с этого надо начинать утро. Посмотришь в зеркало, какая красота, главное, чтобы мне было хорошо, а на всех остальных, тьфу, на все ваши мнения, мне хорошо, я улетаю на Мальдивы, все, до свидания все. Ну, на самом деле людям нравится не только этот образ, но и то, что они видят за этим образом простого человека, который понимает народ, который поддерживает людей и остается во всех ситуациях позитивным. И перед тем, как мы продолжим, хочу напомнить, что у нас есть разговорный клуб. Разговорный клуб — это отличная возможность побороть языковой барьер, практиковать свой русский регулярно, хорошо провести время, а также найти новых друзей. Все детали в описании, присоединяйтесь. Перейдем к женщинам. Одной из самых скандально известных женщин в России является Ксения Собчак. И она известна сразу несколькими вещами. Во-первых, она дочка популярного в прошлом политика, мэра Санкт-Петербурга в 90-х годах Анатолия Собчака. И вот эта вот политическая связь в ней проявилась в 2018 году, когда она стала кандидатом на роль президента Российской Федерации. Но вообще до этого она была известна как светская львица. Так называют женщин, которые ходят на вечеринки, появляются на разных мероприятиях. И вообще они известны именно тем, что они известные люди. Такой вот парадокс, замкнутый круг. Да-да-да, Мгм. да, так и есть. И раньше она была известна скандальным поведением. И я думаю, все светские львицы, наверное, известны именно скандальным поведением. Также она участвовала в различных клипах и реалити-шоу, или просто шоу. Но я сказала реалити-шоу, потому что я хочу продолжить эту тему. Она была ведущей самого долгого реалити-шоу на российском телевидении. Это реалити-шоу называется «Дом-2». И впоследствии она изменила свой публичный образ, и сегодня она хороший журналист, я думаю, все согласятся с этим. Она проводит интервью с знаменитостями на своем канале на Ютубе «Осторожно, Собчак», где она также, как и Юрий Дудь, о котором мы говорили, задает прямолинейные, острые вопросы и
провоцирует во многом людей, которых она интервьюирует. Посмотрим видео. Сколько все-таки ты зарабатываешь в год? Скажите, а учили такие паузы долгие делать между ответами, или у тебя это произвольно получается? Примерно Нет, так. но это у тебя какие-то свои фантазии, это к психологу. Ты знаешь, Да, про Собчак часто говорят, что у нее язык подвешен. И это фраза, которую мы используем, чтобы сказать, что человек умеет красиво и хорошо говорить. И многие считают ее умной, интеллигентной, эрудированной журналисткой. Следующая женщина в нашем списке — это Ольга Бузова. Ольга Бузова стала популярной после участия в том реалити-шоу «Дом-2», о котором мы уже говорили. Но думаю, что стоит обсудить его более подробно, потому что действительно это большой феномен русской современной культуры. Что ты можешь рассказать о «Доме-2»? Да, «Дом-2», как я уже сказала, это реалити-шоу, которое выходило на телевидении очень-очень долго, 16 лет, и продолжает выходить сейчас, но уже на другом канале, я думаю, с другим рейтингом. И изначально у шоу была идея, что обычные люди, участники, группа людей, они должны строить большой дом и параллельно общаться и пытаться строить какие-то отношения. И в финале пара, самая крепкая пара, получает этот дом, который они построили все вместе. Но со временем рейтинги этого реалити-шоу стали такими высокими, что продюсеры, создатели уже забыли об основной идее и просто сфокусировались на скандалах, интригах, конфликтах, потому что оказалось, сюрприз-сюрприз, людям гораздо интереснее смотреть на скандалы, чем на стройку. И это шоу многие любят, многие ненавидят. Кто-то говорит, что там абсолютно нет никакого смысла, но факт остается фактом. Это шоу сделало многих людей знаменитыми и дало дорогу в мир шоу-бизнеса. И, например, Ольга Бузова, о которой мы только что сказали. Да, сейчас Ольга Бузова является популярной телеведущей, певицей, к ней приходят на концерты, а также она блогер, и у нее очень большая аудитория. Ее имя действительно знает почти каждый человек в России. И у многих людей к ней неоднозначное отношение как раз из-за того, что она вышла из реалити-шоу, а также из-за того образа глупой блондинки, хотя она сейчас уже не блондинка, который она представляет людям. И многие отмечают, что она совсем не глупая девушка. У нее есть высшее образование, она знает несколько иностранных языков, но для себя в шоу-бизнесе она выбрала вот такой образ невинной, глупой девушки и поддерживает его уже очень много лет. Давайте посмотрим видео. Мне знаешь, почему легко реально живется? Я не думаю. Я ничего не понимаю вообще. Мы не боимся. Мы не боимся. Ты видишь? Последняя интересная скандальная личность в нашем списке — это Елена Малышева. Елена Малышева — это врач, кандидат медицинских наук. Неожиданно, правда? А, Но известность ей принесла не медицина сама по себе, а те шоу «Здоровье» и «Жить здорово», в которых она была ведущей и как бы стала в них теледоктором. Да, и все было бы отлично. Полезные передачи о здоровье, хороший врач-терапевт. Но обсуждение болезней и заболеваний в этих программах часто очень эпатажные,
не менее эпатажные, чем демонстрация некоторых заболеваний. И это крайне неожиданная форма. Ты не ожидаешь увидеть такую демонстрацию, и из-за этого Елена Малышева стала лицом многих мемов. Но что вам рассказывать? Все-таки лучше один раз увидеть, поэтому посмотрите видео. Скажите, какие симптомы у этой болезни? Симптомы у депрессии, у ее наиболее легкой формы следующие. Это... Побежали вперед, а человек и не может уже. Не до радости, сил нету, да, Евгения Никифоровна? Ну и давай закончим наш выпуск нашим мнением об этих личностях. Что ты думаешь о них? Может быть, кто-то из них тебе симпатизирует, или, может быть, ты следишь за кем-то из них? Да, я думаю, что сегодня уже не нужно специально следить за кем-то из них, потому что мемы с ними сами тебя находят. И обычно, когда есть какая-то популярная личность, эта личность абсолютно везде. Нравится тебе это или нет. И, конечно, я хочу отметить Юрия Дудя, потому что действительно прекрасные интервью. Я понимаю, что 4 часа интервью могут посмотреть не все, это достаточно долго, но там всегда интересные вопросы, тоже интересно сменяется обстановка, то есть они не снимают в одной локации, это всегда очень динамично, очень живо. И еще интересно, что он не приглашает на интервью только людей с такой же общественной позицией или с такой же политической позицией. Часто он приглашает на интервью людей, которые с ним не согласны во многих его идеях, и это очень интересно, и это очень здорово, что есть такой диалог среди людей, которые не согласны по очень острым вопросам. И, конечно же, Ольга Бузова. Да, ее образ — это глупая девушка, но чтобы притворяться глупой так долго, так много лет, нужно быть действительно умным человеком. И, может быть, это образ, который многие не понимают, да, зачем притворяться глупой, но в шоу-бизнесе, если у тебя нет яркого образа, ты не сможешь никогда стать популярным. Мгм. Да, я бы тоже хотела отметить Бузову. Она мне очень симпатизирует, потому что она часто является примером того, как нужно ответить негативщикам, людям, которые нападают на тебя, шутят над тобой. И она всегда хорошо выходит из этих ситуаций, и ты действительно учишься у нее, как не давать этому негативу влиять на твое настроение. И мне еще нравится Прохор Шаляпин своей самоиронией. И мне кажется, немногие люди похожи на него в наше время, потому что ему удается действительно тоже сохранять позитив. И вот и в Ольге Бузовой, и в Прохоре Шаляпине я вижу какую-то доброту внутреннюю. Мне не кажется, что они плохие люди. Вопрос недели. Кого из этих людей вы уже знали? Спасибо, что прослушали или просмотрели этот выпуск до конца. Становитесь патронами нашего подкаста, получайте скрипт каждого эпизода, доступ к закрытой группе в Телеграме, а также место в разговорном клубе. Все детали в описании. Пока-пока. Пока-пока.